Ну что, вчера отремонтировали машину в городе Луга. Переночевал в Луге. Сейчас еду в Гатчину. Часть реквизита у меня в машине, часть в Гатчине. Собираю все в один чемодан, проверяю фонограммы и еду на частное мероприятие в Сестрорецк. В общем, надо все успеть. Но я думаю, что получится. Должно же так подвести все-таки, подфартить, скажем так. Поехали. Ну, заехал в Гатчину, взял часть реквизита, соединил, в общем, программу собрал. Нужно 30 минут волшебных. Будет шоу магических зонтиков, будет танцующий микрофон, прыгающая табуретка, летающий стол, цепи Гарри Гудини, исчезновение зрителей и, возможно, гипноз еще вставлю по ситуации и посмотрю, какой зритель как реагирует, насколько он готов к интерактиву. Дождик, еду в Сестрорецк. Поехали. Слушайте, ну на Балтике, я не знаю, насколько видно, шторм жесть, ветром сносит все капельки, руль просто вот держать приходится, машину как будто сбоку толкают на дамбе. Но еду прям как танк, уже не спешу, хотя вот некоторые товарищи разгоняются и хотят догнать. Впереди туннель, там попроще немножко будет. В общем, едем в Сестрорецк. Ехал и приехал. Правда, в процессе подглядел адрес более точный. Это не совсем Сестрорецк оказался, а Александровская. Александровская — это такая вот рядышком железнодорожная станция, рядом с Сестрорецком. Населенный пункт, наверное, также называется. Тут, я помню, Ленин, Шалаш, там, ну, в общем, Разлив. Вот такие вот у меня детские воспоминания, ассоциации. А еще у меня воспоминания, стою я на железнодорожной станции этой, костюмчики в таком. Ну, ребенок еще в школу не ходил. Стою, мимо проходит пацан, посмотрел на меня в костюмчике, в пиджачке, в брючках и говорит: модник-сковородник. В общем, модник-сковородник вернулся. Выходи. Кто там меня так называл? Я тоже сегодня модник-сковородник. Организаторы сейчас дорабатывают на мероприятии в городе Кронштадт. И, ну, минут через 20 они выезжают. Плюс еще, ну, наверное, ехать там плюс-минус 20 минут. То есть они должны быть... По-моему, они приехали раньше. Даже интересно. А если это они, конечно. Вот. Зал. А вот моя гримерка, представляете? И когда гримерка не была у меня в ленточном лабиринте. То есть мне бы не запутаться в нем. Ага. Свет вырубила, выключила. Все, электричество дали, резко начинается праздник, все готовятся, все хорошо. Ну все, готов, все нормально, с детьми там играют. Через некоторое время они появятся здесь, маленький такой зрительный зал, их посадят, и они будут смотреть мои чудеса, фокусы и участвовать. Вот. Выхожу с праздника, дети мне говорят: вы циркач. Я говорю: в смысле? А я вас в цирке видел. В общем, вот так вот узнали. После выступления подошли, сказали. Ну все, погрузился, завожусь и домой. А завтра на дачу, надеюсь, без приключений, без всяких поломок машин. Тьфу-тьфу-тьфу. Ну все, всем пока-пока. Поддержите канал, подпишитесь. Ну, поддержите артистов в моем лице хотя бы. Всем счастливо. Встретимся на площадках вашего города.